Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у меня в студии особенный гость. Разрешите представить Жания Яхеевна Аубакирова сегодня в моей студии. Музыкант, педагог, бывший многолетний ректор Казахской консерватории, народная артистка Казахской ССР, лауреат Государственной премии Республики Казахстан в области литературы и искусства, лауреат Государственной премии мира и прогресса первого президента Республики Казахстан. А также Жания Яхеевна является официальным артистом фирмы Stanway Sons. Вот мой следующий вопрос. Честно признаюсь, я его еще хотела вам задать где-то, наверное, 8 или 7 лет назад. Да вы что, с тех пор сегодня? Да. Вот у меня появилась возможность, я его вписала. Он про казахский язык, про родной наш язык. Когда мы приходим на линейку в школу, да, вы всегда выступаете перед детьми, перед родителями. Я помню, что вы всегда говорите, нужно возвращаться к своим истокам, к родному языку. И вот, когда мы поступили в первый класс, вы сказали, я сама написала речь на казахском языке. Хочу сегодня вам прочитать. Через год вы уже говорили, без бумажек, без ничего. Ну, по-моему, через год это было точно. И у меня был такой вопрос, а вот я сама понимаю, я даже прошла тест на специальном сайте Сөйле, что там больше 60% я понимаю, но вот мне осталось только заговорить. Я всегда хотела вас спросить, какой формат для вас самый был, скажем так, эффективный для того, чтобы быстрее выучить казахский язык? Чудес нет, надо так же учить, как и все другие, но мне в помощь было то, что, ну вот, по крайней мере, последние 10 лет в консерватории дело производства точно перешло на казахский язык, и я научилась, по крайней мере, читать и сразу быстро понимать, о чем речь, да? Потому что раньше это было сложнее. Ну, потом эта вся атмосфера изменилась. То есть я не думаю, что могут быть какие-то в моем возрасте специальные усилия, потому что уже не такая быстрая голова. Но у меня внутренняя мотивация, не сказать, что очень сильная, но достаточная, чтобы у меня клавиатура, я пишу сама текст. Я, если думаю, я спокойно могу ответить, написать, комментировать. Я могу отвечать на вопросы журналистов. Ну, конечно, не так, как я говорю по-русски. Потому что уровни языка, вот мой русский язык, я знаю, что на очень высоком уровне, и я знаю все тонкости. Ну, видите, у меня какая манера, то есть я автоматически выбираю те формы, которые, в общем, создают мой стиль. Да? Я все-таки говорю не просто, говорю достаточно, понимая, что такое культура речи, выбирая разные слова, ну так лексически, как бы разнообразный язык, русский. Вот я, например, 40 лет за рубежом концерты даю. Мне так и не дался английский. Я его учу. В школе я учил немецкий. Сколько бы я ни пыталась говорить, конечно, просто я говорю, понимаю, что мне по-английски, но говорить я не могу. То есть, наверное, я не единственная, который вот не такой талант к языкам. Вот по-русски я научилась, по-казахски я могу говорить просто. Но мне стыдно говорить просто, потому что меня же дают не простой речи такой бытовой, а профессиональной, литературной, культурной, да. И это моя боль, потому что я на таком уровне говорить не могу. У меня нет акцента, по большому счету, потому что я до 5 лет у бабушки воспитывался, и был язык. И несмотря на то, что я понимаю, что не смогу выучить, нет чудес просто, да, но я все больше и больше говорю, мне нетрудно с каким-нибудь, кто рядом встретился в самолете или где-то на улице, спокойно говорить. Конечно, а попадая в среду, где казахский язык, я довольно сносно говорю. Но я никогда не произнесу так, как я могу по-русски. Так же, может быть, это и не надо. Так же, как я не понимаю, по большому счету, глубины и красоты. Красоту понимаю, но вот глубины и качества такого серьезного казахского языка я не понимаю, потому что мне может показаться, что хороший язык, а он будет тяжеловесный, такой,
какую-то, вот бывает же по-русски какие-то философские тексты, невозможно прочитать, да. То есть вот этой разницы я могу не почувствовать. Но по-настоящему красивый язык ты чувствуешь, даже вот через непонимание. Вот есть такой поэт Ирангаев, мне подарил там вот так с 13 или сколько томов своих. И вот я чувствую его поэзию, потому что она от сердца, вот она проходит сквозь понимание. Это, конечно, проблема. То, что когда молодые так сверкают казахским языком, вот сейчас современный последний министр образования, у него настоящий казахский. Не такой, что он выучил, а вот настоящий. Вот это, конечно, жаль. И это не вина, это наша беда. В свое время нас от этого отлучили. Но тем не менее вы многих мотивируете, да. Я стараюсь. Да. У нас казахское отделение в школе, мониторим все время, стараемся, чтобы качество было. Не всегда хватает педагогов. Но мы такую социальную функцию несем. Мы сделали на 30% дешевле обучение на казахском. Чтобы и этим тоже людей мотивировать к изучению. Но больше всего я говорю с казахами, говорю, ну отдайте вы что, ну, как вы не понимаете будущее? Сейчас уже сколько-то 70% населения, молодого населения говорит на казахском. Очень говорит по-настоящему. И самое страшное стариться и говорить не на своем языке родном. Это сейчас это очень, мне кажется, возраст такой пришел, когда просто стыдно не говорить. Да, вот я вот тоже этого боюсь. Мне тоже стыдно, поэтому я начала. Надо научиться, да, надо уже говорить хотя бы привычные фразы такие, то, что традиционно надо сказать, там приветствие или там поздравление или выражение сочувствия. Это очень важно. Это особенно от меня, я все-таки знаменитость, от меня ждут. И так много людей, которые так разочарованы, что я все продолжаю трещать по-русски. Спасибо. Вы знаете, в одном из выпусков о вас, документальный фильм был, вы проигрывали отрывок из произведения Баха. И вы сказали, нет ничего лишнего, понятная структура, там целая система. И когда вы играете Баха, то вы как будто подключаетесь к чему-то вечному. Да, вы говорили. И в наше время я заметила, что к классической музыке немного такое, мне кажется, вообще с самой музыки потребительское отношение. Люди ожидают, что она должна быть какой-то легкой, незамысловатой, не тяжкой для прослушивания. Я, конечно, не против, чтобы музыка она была понятной, да? Но буквально наткнулась недавно в Инстаграме, там даже один из диджей, он смиксовал музыку Вивальди с техно-музыкой, которая звучит в ночных клубах. И на самом-то деле музыка, она классическая музыка, если ее научиться слушать и слышать, ее можно, в принципе, она вот имеет прикладной характер, ты ее можешь использовать в повседневной жизни. Я даже послушала TED Talks, есть такая конференция, где выступают разные международные эксперты, там в области, начиная от науки, культуры, все что угодно. Я обожаю эту программу. И там выступал американский дирижер Бенджамин Сандер. Он сказал, вот давайте, сколько вас тут слушателей сидит, 1600, я вам обещаю, что все вы выйдете отсюда с полным пониманием, как слушать классическую музыку. Я сейчас проведу эксперимент. Закройте все глаза, представьте, там, я не знаю, вспомните людей, которых давным-давно с вами нет, или людей, которых вы очень сильно любите, или же моменты в вашей жизни, которые были очень важны для вас. И он в это время начал проигрывать музыку Шопена. Он говорит, вы теперь понимаете, что вы можете слышать музыку на одном дыхании. Это не какая-то какофония звуков, не какие-то там паузы, а именно на одном дыхании проживать ее как жизнь. И вот мой вопрос, скажите, пожалуйста, как научиться слушать классическую музыку? В том числе так, как вы сейчас рассказали. Вы совершенно замечательный пример привели, потому что в музыке вообще про любовь, про жизнь и про будущее. Это вот то, что нам дает вот ощущение, что мы не просто так здесь.
мы в чем-то даже бессмертные, да? Потому что вот эти вот композиторы, которых исполняют уже много веков, ну это же реально бессмертие. Мне нравится, что иногда вот сейчас звучат какие-то такие, ну, простенькие импровизационные мелодии, там, с оркестром могут исполняться, там, с какими-то со всеми эффектами, и под ними подписывается Шопен, какой-нибудь весенний, или там дождь, или там что-то такое, осенние мотивы. Не стиль Шопена совсем. То есть это маркетинговые штучки, да, чтобы вот послушать какую-то простецкую музыку, представив к ней название, что Шопен. Но многие люди на это поддаются. Музыки так много, разной. Она и для того, чтобы расслабиться, для того, чтобы получить удовольствие. Она для того, чтобы в тяжелый момент почувствовать серьезность момента, да? Почувствовать вот какой-то зов, не зов, а лик вечности. Вот, особенно, знаете, такая установившаяся классическая музыка, особенно фортепиано. Вот у нас какая-то музыка такая не для попсы. Конечно, у нас есть виртуозы, которые не то, что не для попсы, не для хитов. Хотя, конечно, сколько у нас хитов, но они все как-то вот ниже чего-то не спускаются, и они все очень сильно настраивают на размышления о вечном, о нынешнем каком-то моменте, о каких-то переживаниях. Вот странным образом, когда в 2020 году я потеряла в одну неделю своих очень близких родных, сестру и брата. Мы такие очень близкие, очень связаны друг с другом. И вот через некоторое время я захотела сесть к роялю и поиграть, что, может быть, как-то отвлекусь. А это было так страшно, потому что я прикасалась к звукам, вот к тем произведениям, которые я играю, и они все мне вот просто терзали сердце, потому что это все об этом, о том, что у меня в душе было, сколько я переживала, сколько. И тогда я начала, через какое время я начала писать? Где-то через полгода, думая о том, что я обязана это сделать, рассказать про моих внезапно ушедших родных, совершенно здоровых, таких по возрасту здоровых, вообще ни одним глазом, никогда не болели, ничего, вдруг их просто снесло, забрало. И тогда я вот писала, и, конечно, я рыдала, и писала, да. Но вот играть вообще невозможно, потому что музыка напрямую тебе в сердце, в твою душу, такую раненую, с такой большой травмой внутренней. Я только через год, когда вот думала, что вот уже могу играть, в это время рука сломалась. Специально, чтобы я по-настоящему, хоть чуть-чуть могла залечить ту рану, которую я получила от потери близких. Это очень сильное средство вообще искусства. Вот некоторые, мне один раз одна женщина-психолог очень умно объяснила, говорит: знаете, Женя, к вам на концерты ходить, мне так требуется мужество, так можно разбередить душу, что лучше уже не ходить, да? Странно, такое мнение тоже есть, да? Нам-то это все автоматически, а как бы вот мы столько за всю жизнь столько углубились, эти красоты, эти глубины, этот смысл музыки, да? А люди приходят на концерт и вдруг почувствуют какой-то сдвиг своей души, и они этого не хотят. Мне кажется, что любой нормальный человек должен слышать и понимать. Но это не так сейчас. Действительно, мир как будто бы такой сложный, что ничего сложного не хочется дополнительно. Хочется попроще, что-нибудь попроще. Ой, можно не грузить. Ой, можно не грузить философскими книжками, серьезной литературой, классической музыкой. Пожалуйста, не надо. Дайте мне что-нибудь такую водичку розовую. Дайте мне что-нибудь такое помахать, чтобы не так жарко было, не так холодно. Есть момент, конечно. Очень напряглась жизнь. Мы там, вы знаете, такие мы длинные, такие размышляем, разворачиваем, да, свой. А сейчас все секунду делается. 2-3 секунды, да? Не попал, все, ты никто. Кто будет слушать?
Кому никто не хочет думать о будущем, как будто бы. Не то, что не хочет, некогда. Такая стремительная смена всего, что, а мы такие вот такие хранители таких ценностей. Да? Мы получили от своих, те получили от еще раньше. Это же несколько веков линия идет, да? То один раз мои ученицы-ученики делали такую генеалогию от Баха. И там шли, композиторы шли, потом в русскую школу пошли, исполнительскую. И там где-то я появилась, и моя ученица, и ученики. Да. И это так? Это на самом деле так-то. Мне очень отозвались ваши слова, когда вы сказали, что музыка — это про сдвиг души. Конечно. И действительно, люди, наверное, не хотят бередить все, что стандартное есть уже там, переставлять, смотреть, рассматривать, что-то для себя понимать. Поэтому, наверное, есть вот этот вот. Нет, а еще тоже прийти на концерт и ничего не слышать. И так не понимать, а что люди все сидят, что они вообще, а что нужно понимать, на что нужно смотреть. Ну, сидит пианист один, боком сидит, да, в темном платье. И долго-долго играет. И что там слушать-то? А еще современная музыка есть. Вот, например, я специалист, профессионал, да? Вот, и мне современную музыку не всякую я готова слушать. Это тяжело, просто тяжело. Где-то скучно, где-то кажется слишком умозрительно. А ведь я профессионал. И я вот на таких концертах смотрю на других зрителей и думаю, какие молодцы, сидят и слушают. Мне это тяжело, а они слушают. И также не любая классика и не любое исполнение тебе даст то, что ты должен получить. Да плохо играют, иногда скучно играют, да неудачно играют. То есть это такое дело. Тонкая материя. Тонкая материя. Вот еще хотела спросить, я очень сильно люблю историю. Все, что связано с 15-16 веком, 14 веком. Не знаю почему, я себе долго этот вопрос задавала, пока ответить не смогла. Мне очень нравится эпоха, когда царствовал Генрих VIII, ну и все вот монархи, и исторические персонажи в то время в Европе. И я думала, что я пересмотрела практически все фильмы о нем. Оказывается, нет. Случайно на Netflix я наткнулась на фильм, он называется «Man for All Seasons», то есть «Человек на все времена». И он мне прям, вот мне нравятся все там фильмы, где там 60-70-е годы, вот это вот старая немного палитра, да, на экране. И этот фильм был о лорд-канцлере при Генрихе VIII Томас Мори. Там уже показывается эпизод, когда Томаса Мора посадили в Тауэр, в тюрьму, за то, что он был не согласен с решением короля развестись со своей первой женой и жениться дважды, чтобы у него был наследник. И это потому что грозило отлучением от церкви вообще Англии. И вот к нему приходит в тюрьму его семья и пытается переубедить в этом решении. И там звучит такая речь, которая мне очень запомнилась. Дочь говорит: «Ну, отец, если бы государство было бы другим, то бы твои ценности на самом деле бы считались на высоте. Люди бы правильно их понимали. Но поскольку общество и государство мыслит по-другому, то твои ценности никто не воспринимает. Им не понять, за что ты на самом деле борешься». Страдаешь. Да. И вот мой вопрос: как вы считаете, каких ценностей сейчас не хватает в обществе и что бы хотелось бы вернуть? Хочется отдать должное вашей памяти, важно, как вы цитируете имена, любите историю. Вот перед вами человек сидит, который к истории был до последнего времени абсолютно равнодушен. Не знаю почему. Может быть, кто-то в детстве не дал вот такое отношение к истории, чтобы этим интересоваться. Потому что я знаю много людей, которые... Вот у меня моя родственница, супруга Каната, моего брата, она вот прям итальянское искусство, история европейская. Она сыпет, она изучает это и все. Я ничего не запоминаю. Я как бы тенденции и атмосферу, вот это вот все чувствую. Я убеждена, что поколения людей, начиная с начала веков, сильно не изменились. Просто всегда есть та часть людей, которые
вот отвечает за традицию и несет ее, переводит из поколения в поколение. И всегда есть та часть населения, которая эти традиции берет и верно им становится. Вот сказать, что сейчас нет ценностей у людей, конечно, есть. Всегда есть нормальные люди, молодые, взрослые. Но я никогда не скажу, что вот раньше было как-то лучше, или мы были лучше, а вот сейчас вот что-то... Конечно, я довольно часто говорю, падение, чудовищное падение культуры. Но это так, для полемического запала. На самом деле, знаю, есть масса людей. Она, конечно, не, к сожалению, не преобладающая. Эта масса людей навсегда в меньшинстве, которая не станет там что-то лишнее там говорить, потому что все видит и понимает, которая мудрая, которая хочет, несмотря на то, что много знает, еще больше хочет знать, да? Которая ценит знания, ум ученых, людей культуры, таких серьезных, которые не подвержены вот этим, знаете, каким-то вещам, которые как примета времени, как пена, да? Ну, видно, что пена, да, ну, терпение, смирение и дальше. Ничего не пропадает. Знаете, я один раз разговаривал с одной женщиной, она выпускница нашей консерватории, но она давным-давно работает в Адыгее. И вот она рассказала такой факт, что адыгейская культура в какой-то момент пропала, и все трубили, все, нету, потому что там разделили что-то Адыгею в одном месте. Я точно не помню исторический факт, но какая-то часть адыгов жила где-то, кажется, возле Албании или что-то. Я боюсь напутать. Но она рассказала это с точки зрения того, что культура, она в принципе не исчезает. Она может где-то вот как водоем поменьше стать, в другом месте всплыть, где-то сохраниться, потом расподняться. Культура неубиваема. Вот сейчас многие говорят о политике. Но политика — это только часть культуры. Самое главное в нашей жизни — это культура, как совокупность вот всего, что мы собой представляем, что мы думаем, что мы надумали. То есть вот все, чем мы занимаемся, к чему стремимся. Не случайно вот я в своей программе по радио, которую, оказывается, уже веду прям сколько-то лет. Это вообще невероятно. Мне всегда казалось, год-два, а оказывается, уже 8 или 9 лет, да? И я каждую неделю встречаюсь с людьми. Конечно, это не только люди искусства. И даже не только люди искусства, а люди из всех областей человеческой деятельности. Ну, кто только у меня не был. И я представляю, что это, и я знаю, что это все люди, которые делают культуру общества. Я, знаете, это утверждаю абсолютно уверенно. Это по большому счету, а я люблю только большой счет. Только вот такой масштабный взгляд, ну как не масштабный, а как общий взгляд. И самый главный взгляд на явление — это все культура. Политики — это тоже часть культуры. И вот как они себя ведут, ну, недостаточно культуры, значит. Так же, как и все остальное. Все в конечном итоге связано с культурой. А недостаточно культуры — неразвитое общество. Недостаточно хорошо с культурой, хорошо с креативностью, с желанием постигать новое, с желанием сдвинуться, с пониманием того, что от тебя многое зависит, и почти все от тебя самого зависит. Такие общества, они цивилизационно высоко. И все это, мне кажется, очевидно и просто, да. Конечно, я как человек культуры не то что преувеличиваю, я гиперболизирую что-то, но в сущности я абсолютно права. Другое дело, что человечество, кажется, что культура — это так хорошо бы, это так вот хорошо, важно. Ну пусть они там культурные побудут, мы пока нам некогда, да. И поэтому голос людей культуры не всегда слышен. Но значение людей культуры, его переоценить невозможно. Все в конечном итоге зависит от уровня культуры. Культура — это очень широкое понятие, вмещающее в себя практически все. Любую часть нашей жизни, нашей души, нашего общества, нашей планеты, нашей Вселенной. Ох, как я говорю прямо.
Но это правда. Это никакое не преувеличение. Спасибо вам большое за вот эту вот открытость, искренность. И в одной из передач ваши друзья, кто показывали документальный фильм, сказали, что вот особенная черта, которая вас отличает от всех людей, это неравнодушие. Вам спасибо за то, что вы так неравнодушны вообще к обществу, вносите столько нового и полезного и хотите привнести в жизнь людей что-то лучшее. И закончить сегодняшнее интервью я хотела бы словами Марты Аргерих, с которой вы играли в ее фильме «Дочь по крови», где ее дочь Стефания сняла о ней фильм. Она задала вопрос маме своей и сказала: вот как ты считаешь, вот с возрастом ты как играешь, хуже, медленнее? Она сказала: ты знаешь, я согласна, да, что с возрастом, да, мы делаем какие-то вещи хуже, медленнее, может даже реже. Но вот с музыкой все по-иному. С музыкой всегда по-новому отношения выстраиваются, потому что музыка есть любовь. И я могу добавить, что она с каждым годом в своей жизни, с каждым десятилетием в своей жизни, она играет все лучше и лучше. Она феномен. Спасибо большое и подписывайтесь на моем YouTube-канале Huawei in Central Asia.